Привет, друзья! Итак, сегодня я сняла для вас долгожданный видеоурок по раскрашиванию с помощью гуаши. Многие просили в комментариях, спасибо, что пишете комментарии, что вам нравятся мои прошлые видео. Всегда приятно получать обратную связь. Итак, сегодня я покажу вам, как раскрашивать вот такие иллюстрации с таким красивым фоном. Мне понадобится гуашь Малевич, а также гуашь Луч, вот в таких баночках. Таким же образом я раскрасила вот эту иллюстрацию жуком. Здесь фон тоже сделан гуашью и с помощью губки. Ну и, конечно, этот разворот со стрекозой, он очень многим понравился. И мне написали, что хотят урок, как такое нарисовать, раскрасить. И сегодня я вам покажу примерно то же самое. Буду использовать немного другие цвета. Стрекозу я полностью раскрашивала вот этой гуашью. Фирма Луч, Престиж называется. Это детская гуашь. Я использовала только синий, черный и белый. 4 цвета. И сегодня мы с вами раскрасим иллюстрацию со стрекозой. Я выбрала эту иллюстрацию, потому что она довольно-таки несложная. Ну что же, давайте начинать раскрашивать. Для начала нам нужно определиться с теми цветами, которые мы будем использовать. Я вижу эту иллюстрацию бирюзово-синий, поэтому беру соответствующие цвета. Также возьму желтый для бликов, ну и, конечно, белый и черный. Бирюзовый цвет от Малевич мне очень сильно понравился, поэтому я буду использовать его. Также сразу возьму желтый, ну а зеленый пока отложу, не знаю, буду ли использовать, посмотрю в процессе. Мне понадобятся кисти разного размера, возьму почти все. Предварительно добавлю воду в гуашь в баночках, потому что она у меня подсохла, пусть пока размокает, а я тем временем заполню фон бирюзовым цветом. Кистью среднего размера заполняю фон полностью. Также закрашиваю и крылья стрекозы, но не плотным слоем, а так, чтобы черные линии раскраски было видно, чтобы позже обвести их сверху белым. Таким же образом я закрашу весь остальной фон. Итак, первый слой готов, и я беру губку. С помощью большой кисти я наношу бирюзовую гуашь на губку. Не слишком плотно прикладываю ее к бумаге, для того, чтобы получить такие красивые оттиски. Если вы раскрашиваете в книге, то советую приложить на соседний лист черновик, листочек бумаги, чтобы не испачкать соседнюю страницу. Таким образом, шаг за шагом мы заполняем фон, конечно, не целиком, а в определенных местах, так, чтобы результат вам понравился. После того, как закончили с одним цветом, переходим к следующему. Я смешаю бирюзовый и черный. Мне нравится, когда фон в центре более светлый, а к краям более темный. Поэтому темным цветом я заполняю углы. И также нанесу его немного на крылья стрекозы, для того, чтобы в будущем создать контраст. Дальше я беру просто черный цвет, наношу на губку. И опять же по краям наношу его совсем немного. Ну вот, с фоном мы закончили, результат меня устраивает. Дальше переходим к рисованию цветов. Я хочу, чтобы они были зелеными, и даже добавлю желтые блики. Я смешала зеленую гуашь с желтой и наношу базовый цвет. Моя цель – передать объем цветка с помощью теней и бликов. Я не стремлюсь к реализму, да и реализм не всегда равен красоте. Основание лепестков я сделаю более темным, а верхнюю часть более светлой. Для получения градации цветов я смешала зеленый с желтым, а также зеленый с черным. Можно также смешать с белым, смотря какого цвета вы желаете добиться.
чистым зеленым цветом я наношу тени. Это получается собственные тени от цветка у основания лепестков. Чтобы подчеркнуть текстуру листьев, я наношу этот цвет линиями вдоль формы лепестка. Потихоньку начинает вырисовываться объем цветка. Я наношу желтые блики в самые светлые места. Это получается верхняя часть листочков. Этим же желтым цветом я заполняю полностью тычинки цветочка. А затем смесью из зеленого и желтого придаю им также объем. У основания более темный цвет, у верха более светлый, по тому же принципу. Наконец я беру черный цвет для того, чтобы нарисовать самые темные места. Также я наношу цвет линиями с помощью тонкой кисти. Черного цвета не нужно добавлять слишком много, чтобы не перетемнить. Ну и в завершение я беру белую гуашь и наношу блики. Они будут у меня на границе края лепестка, а также верхней части тычинок. Листья я буду красить более темным цветом. Половину листочка закрашиваю зеленым, а вторую половину закрашиваю смесью черного и зеленого. Черным цветом рисую прожилки. Смесью зеленого с желтым я наношу блики на листочки. Они у меня будут с левой стороны. Таким образом раскрашиваем все остальные цветы и листья. Стебель я раскрашиваю смесью зеленого с черным, так чтобы он был темным, выделялся на светлом фоне. Делать это нужно очень аккуратно, желательно мелкой кистью, и стараться не выходить за края. Желтым цветом наношу еще больше бликов на листочки. Также наношу блики на стебель. Осталось раскрасить ягоды. Я хочу раскрасить их бирюзовым, чтобы они были другого цвета, не как цветы и листья. Но в то же время немного отличались от фона, поэтому я смешала бирюзовый с зеленым. А затем бирюзовым и черным наношу темную часть, то есть низ ягоды, подчеркиваю собственную тень. И рисую блики с помощью смеси белого и бирюзового. Итак, нам осталось раскрасить только стрекозу. Я решила добавить к ней голубой и синий, для того, чтобы она отличалась от фона и от цветов. Вначале заполняю часть стрекозы голубым цветом, это цвет из гуаши Малевич. Затем вторую часть туловища стрекозы крашу более светлым, светло-голубым. И таким же светло-голубым заполняю ее хвост.
Затем начинаю работать бирюзовым цветом. Я дорисовываю камушки, а также подчеркиваю тени, собственные тени. Также раскрашиваю хвост стрекозы, обвожу линии раскраски бирюзовым цветом. Я решила добавить еще все-таки темно-синий цвет и заполнить им часть туловища стрекозы с помощью точек. Кисть при этом должна быть практически сухая. Я делаю мелкие точки для того, чтобы создать немного другую текстуру для разнообразия, чтобы создать контраст. Затем добавляю еще больше голубого цвета. Наконец беру темный бирюзовый для того, чтобы нарисовать самые темные тени, подчеркнуть объем. Процесс этот требует аккуратности. В принципе, гуашь рисовать намного быстрее, чем, например, то же самое делать карандашами. Поэтому, хотя работа и кажется кропотливой, но она не заняла у меня большое количество времени. Я добавляю еще синего цвета, потому что мне кажется, что стрекоза как-то сливается с фоном, и, соответственно, хочу ее немного выделить этим самым синим цветом. Перед финальным этапом я беру белую гуашь, расставляю акценты еще раз на листиках, на цветочках, там, где мне кажется, что их не хватает. Еще я предварительно обвела крылья стрекозы белым карандашом, потому что линии раскраски было плохо видно из-за гуаши. Также на теле стрекозы я расставляю белой гуашью акценты, самые светлые места, блики. На ваших глазах она становится более объемной. Также я нарисую звездочки на камнях. Это драгоценные камни, поэтому они должны сверкать. Соответственно, две маленькие звездочки создадут такой эффект. И, наконец, я приступаю к финальной части. Это самая сложная часть. По контурам раскраски я обвожу линии белой гуашью, тонкой кистью. Нужно быть очень аккуратными, чтобы не вылезти за края. Конечно, гуашь всегда можно перекрасить, но в любом случае приятнее, когда получается все аккуратно. В принципе, на этом этапе можно было бы уже остановиться, если вас устраивает результат. Но мне хочется сделать крылья стрекозы более матовыми, непрозрачными. То есть они же не идеально прозрачные, как стекло. Поэтому я смешиваю очень сильно с водой белую гуашь и наношу поверх крыльев. Только воды нужно добавить очень много, так чтобы цвет получился невесомым, практически незаметным. Тем не менее, разницу вы видите, она все-таки есть, и, как мне кажется, так смотрится намного лучше, чем просто прорисованные белые прожилки. Ну что ж, на этом я закончила. Напишите, как вам результат. Я очень жду ваши комментарии и отзывы. Прощаюсь с вами до следующего видео. Пока!